Здравствуйте! На свое первое видео на канале я получила большое количество отзывов, и собрав статистику по тому, что вам хочется увидеть в следующих видео, я снимаю сегодня более подробное видео по технике Bricks Crochet. Нарисовала я вот такой вот небольшой узорчик. И сегодня я расскажу, как работать с узором и со схемой, и, соответственно, более подробно покажу, как вязать. Смотрите, у нас каждый столбик – это петелька. Вот, это будет наборный ряд воздушных петель. Я их уже здесь нарисовала и пронумеровала. Получается 19 столбиков, 19 петель основного узора, и по 2 петли кромочных я прибавляю с каждой стороны. Итого 23. Как мы будем вязать? Свяжем петлю подъема, столбик без накида, кромочный первый, столбик без накида, кромочный второй. Дальше, вот этот квадратик у нас первого цвета, черного, да, здесь нарисован черный. Сюда мы свяжем в эту петельку широкий столбик без накида. Вот в эту петельку мы свяжем один широкий столбик. Здесь мы свяжем воздушную, дальше одну воздушную петлю. Пропустим петлю снизу. Свяжем еще один широкий столбик без накида. Уже другого цвета, белого. Воздушная петля. Еще широкий столбик без накида. Воздушная петля. И так далее до конца ряда. Это будет первый ряд у нас. Так вот мы его пройдем до конца. И закончим мы его 2 столбиками без накида, сделаем воздушную петлю и начнем второй ряд. Второй ряд. Вот так вот сейчас я напишу. Начинаем второй ряд. Второй ряд. 2 столбика без накида, кромочный, воздушная петля. В арку из одной воздушной петли мы вяжем широкий столбик нужного цвета, воздушная петля, широкий столбик нужного цвета, теперь уже белого, воздушная петля и так далее. То есть у нас получается ряды считаются таким образом. В этом узоре будет, основной узор будет 19 петель по ширине, и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ряд. Надеюсь, теперь будет понятно, как формируется узор и куда вяжутся широкие столбики. То есть, еще раз, в первом ряду в одну петлю вяжем широкий столбик, воздушная петля, здесь пропускаем, в следующую петлю вяжем широкий столбик. Во всех последующих рядах в арку из одной воздушной петли мы вяжем широкий столбик. Там, где в предыдущем ряду был широкий столбик, в следующем будет воздушная петля. И вот так вот квадратиками, кирпичиками чередуется и формируется этот узор. Только по такому вот узору, из-за того, что нету четкого ряда, вязать неудобно, я составляю таблицу. Вот смотрим таблицу. Вот она, моя таблица. То есть в первом ряду показано, сколько подряд широких столбиков и какого цвета
нужно связать. Поэтому как проще посчитать количество петель узора, да, можно сложить первый и второй ряд. Это к вопросу, почему в предыдущем видео я там складывала 11 плюс 12. Вот если эти все циферки сложить первого и второго ряда, то мы как раз и получим количество петель, которые нам нужно набрать для узора. Итак, начинаем вязать. Я уже связала цепочку из воздушных петель. Теперь я вяжу одну петлю подъема и сразу ввожу нить второго цвета. А теперь провязываю 2 кромочных столбика во вторую петлю от края. Провязываю первый столбик, в следующую петлю провязываю второй кромочный столбик, столбик без накида. Теперь, согласно таблице, мне нужно связать один черный, ну в данном случае у меня цвета желтый и оранжевый, значит один оранжевый широкий столбик. Как я его вяжу? В следующую петлю ввожу крючок, накидываю нить, вытягиваю ее, накидываю нить, провязываю одну петлю на крючке, вставляю туда же, ввожу крючок, в ту же петлю, в которой у нас все это было до этого. У меня 1, 2, 3 петли на крючке получилось. Делаю накид, протягиваю крючок через все 3 петли на крючке. Следующий столбик широкий я должна связать желтым цветом. Следующие 2 столбика по рисунку у меня желтого цвета. Мне надо поменять нить. Провязывая воздушную петлю, я меняю нить. Следующую петельку пропускаю и в следующую ввожу крючок. Вытягиваю петлю, накид, провязываю одну петлю на крючке, в ту же петельку ввожу крючок, вытягиваю петлю, накид, провязываю через все 3 петли на крючке, делаю воздушную петельку, пропускаю следующую петлю и в следующую вяжу еще один желтый широкий столбик. Дальше немножечко подтяну. Согласно таблице и схеме, следующий широкий столбик у меня должен быть оранжевого цвета. Меняю цвет нити, провязывая воздушную петлю. Пропускаю следующую петельку и в следующую провязываю оранжевый широкий столбик. Так, не туда. Вот так. Теперь нужно поменять опять цвет нити на желтый и провязать еще 2 желтых широких столбика.
Провязываю воздушную петлю, одну пропускаю, в следующую провязываю широкий столбик. Воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую широкий столбик. Вставили, петлю вытянули, накид, одну петлю провязали, в ту же петлю вставили, вытянули, накид, все 3 петли на крючке провязали. Меняем нить. Вот так. Так вяжем до конца ряда. Так, надеюсь, как вяжется широкий столбик более крупным планом было видно. Значит, смотрим. По таблице мы провязали 1 оранжевый, 2 желтых, 1 оранжевый, 2 желтых. Теперь мы вяжем еще 1 оранжевый, меняем нить, и еще 2 желтых широких столбика. Столбик широкий, воздушная петля, широкий столбик. Меняем нить. Нам нужно еще 1 широкий столбик оранжевый связать. Вот как раз у нас 1, 2, 3 петли осталось. Мы вяжем последний в этом ряду широкий столбик и 2 кромочных. Ну вот я решила, что кромочные у меня будут тоже столбики без накида оранжевые. Так, вот получился первый ряд. Сравниваем с рисунком. Значит, 2 столбика без накида, широкий столбик, петля воздушная, 2 желтых, 1 темный, ну у меня оранжевый, 2 желтых, оранжевый, 2 желтых и последний оранжевый. Первый ряд провязали. Приступаю ко второму ряду. Схему пока уберем, посмотрим. Во втором ряду нам нужно связать 1 оранжевый, 1 желтый, 2 оранжевых, 1 желтый, 2 оранжевых, 1 желтый, 1 оранжевый. Вот по этой строке. Начинаем второй ряд. Посмотрели по схеме, что мы должны связать. Делаем петлю подъема. Первые 2 кромочных провязываем столбики без накида. Дальше
Над широким столбиком первого ряда у нас должна быть воздушная петля. Следующий широкий столбик у нас идет в арку между предыдущими двумя вот этими, вот в эту арку. И по таблице это столбик оранжевого цвета. Значит, воздушная петля, широкий столбик пропустили. В эту арку, захватывая все нити, которые там проходят, мы вяжем наш широкий столбик. Вот так. Желтую нить подтягиваем, но не очень сильно. Вот посмотрите, нити, конечно, переплетаются. В определенный момент придется заниматься тем, что их разматывать и распутывать. Но так натяжение нити более сильное, когда при смене нити ниточка перекрещивается с текущей. И, соответственно, меньше заметна нить, которая прокладывается внутри. Так, следующий столбик у нас желтый. Поэтому на воздушной петле мы поменяли цвет нити. Следующую арку мы провязываем широкий столбик. Вот так. Дальше следующие два оранжевых столбика. Воздушная петля, следующую арку. Провязываем широкий столбик. Воздушная петля, не меняем цвет нити. В следующую арку провязываем широкий столбик. Желтую ниточку подтягиваем, немножечко ее наверх. Вот она здесь у нас видна. Она уйдет в следующем ряду в следующий широкий столбик. Теперь нужно поменять нить. Меняем нить. Один желтый широкий столбик в следующую арку. Провязали. Меняем нить. Два широких столбика оранжевого цвета. Следующую арку вяжем один. Воздушная петля. И в следующую арку вяжем второй. Желтую ниточку подтягиваем, чтобы ее не было заметно. Меняем нить и вяжем следующую арку, желтый широкий столбик. Меняем нить. И в последнюю арку этого ряда вяжем оранжевый широкий столбик. Так, вот я уже ошиблась, потому что этот ряд у нас, сам рисунок заканчивается воздушной петлей. Вот для чего нужны кромочные. Потому что рисунок через ряд, он начинается то с широкого столбика, то с воздушной петли. И чтобы не было дырок по краям, нужен хотя бы один, а лучше два ряда кромочных столбиков.
То есть вот этот широкий столбик мы пропускаем. И в 2 последних столбика без накида. Воздушную петлю не забыли. Провязываем 2 столбика без накида. Так, желтую ниточку опять подтянули. Немножечко вязания растянули. Вот второй ряд закончен. Так наш узор выглядит после того, как мы провязали 3 ряда. Давайте посмотрим. Вот эти 3 широких столбика, вот они. И вот это вот место, вот оно, начало галочки вот этой нашей волны. Здесь провязано уже 4 ряда. Итак, вот я связала наш узор, все ряды. Конечно, есть большое несоответствие соотношения сторон. Здесь у нас рисунок квадратный, здесь у нас получился такой вот вытянутый. Я работаю сейчас над этой проблемой, чтобы найти программу, которая бы делала, или сделать эту программу, которая бы позволяла рисовать узоры с сразу нужным соотношением сторон, чтобы не было такого. Так, вот наш последний ряд соответствует вот этому ряду. И теперь нам нужно сделать обвязку. Я покажу сейчас, как это делается.